Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, что ни в коем случае не стоит делать в церкви. К сожалению, если вы будете это делать в церкви, неважно, знаете вы об этом или не знаете, то в один момент вы придете к тому, что начнете болеть, у вас начнутся проблемы со здоровьем, у вас начнутся проблемы с деньгами. Нужно ли вам такое? Точно нет. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца и сделайте выводы. Вы знаете, мы все с вами приходим в церковь, приходим в храм для того, чтобы попросить Бога о помощи, познать умиротворение, очищение. Но вы знаете, есть люди, которые используют такие святые места для порчи или для того, чтобы подкрепиться энергетикой других людей, особенно людей, которые живут в достатке, в благополучии, у которых все прекрасно и чудесно. Возможно, вы замечали, а возможно нет, что очень часто в церковные праздники, в великие церковные праздники, например, тот же Рождество Христово, Благовещение, да, Верное воскресенье, в Пасху приходит очень большое количество людей. И в этот момент очень многие нечистосердечные люди, те же ведьмы, колдуны проводят свои обряды. И, конечно же, очень сложно объяснить другим людям о том, что использовать святые места для негатива и проведения своих черных делишек нельзя. Но, вы знаете, батюшки это видят, но, к сожалению, знаете, не всегда всем можно дать по рукам, потому что у каждого есть свои задачи, цели в жизни. И, к сожалению, даже вот в таком вот святом месте вы сами, возможно, сталкивались, а возможно, столкнетесь с ведьмой или с энергетическим вампиром. И многие люди не знают в этот момент, что им делать. Давайте с вами разбираться. Когда вы входите в церковь, важно это делать с поклоном. То есть сначала себя осените крестным знамением. Кто-то кланяется трижды и говорит, например, короткую молитву. Например, «Господи, будь милосерден ко мне» или «Господи, спаси и сохрани меня». И, как правило, когда вы произносите такие молитвы, вы смотрите на лик Христа и выходите из церкви. Помните, тоже делаем с поклоном. Когда вы переступаете порог церкви, очень важно здесь многим замечаниям, скажите обязательно про себя следующие слова. Это очень важно. Со здоровьем пришла, со здоровьем уйду. Аминь. И это уже обезопасит вас негатива. Вы закроетесь от любых негативных программ, которые будут отправлены в ваш адрес. Также перед входом в храм можно подать милостыню нищим, но при этом обязательно скажите такие слова: «Да не оскудеет рука дающего». На выходе из храма или церкви этого лучше не делать, потому что вместе с деньгами вы даете то, о чем вы приходили просить у Господа Бога или у святых. Возможно, вы замечали, что еще один момент, когда вы заходите в церковь, заходите в храм, то, как правильно, нищие или те, кто просят подаяния, они молчат. Но как только вы выходите из храма, что они вам говорят? «Ой, будь здоров, ой, тебе удачи». И дают вам какие-то определенные пожелания, а вы на радостях начинаете давать деньги. Вот этого делать нельзя, потому что вы таким образом деньгами отдаете свое вот то материальное благо или нематериальное таким людям своими же руками. Поэтому всегда подаем милостыню перед тем, как входить в храм или в церковь. А когда мы выходим из храма церкви, если слышим, что нам кто-то говорит «дай Бог тебе здоровья» или «дай Бог тебе счастья» и так далее, не поворачивайтесь, даже идите по своим делам. Далее, никогда ничего не подбирайте ни возле церкви, ни тем более в самой церкви. Что может быть? Например, могут быть цепочки, крестики, колечки, могут быть браслеты, деньги могут быть, все то, что вы можете видеть возле церкви. Например, там может быть даже книга какая-то,
с какими-то святыми. Это может быть блокнот, ручка, браслет, неважно какой он, золотой, серебряный или медный. Может быть даже иконой. Все это, к сожалению, представляет собой опасность. Все эти вещи оставляют у церкви или в самой церкви не просто так. Дело в том, что, как правило, на них переложены болезни и неудачи других людей. Конечно же, чтобы распознать недобрых людей, нужно обратить на них внимание. Стоят они в храме, или стоят рядом с храмом, или внутри него. И если вы на них посмотрите, они пытаются скрестить пальцы рук или сами руки, чтобы левая рука лежала на правой руке. И в церкви они стоят таким образом, чтобы спина была всегда прикрыта от алтаря. Выходя, они идут медленно и спиной. Вы знаете, вот именно этот момент очень четко вы можете заметить, потому что все люди как люди, а здесь это будет происходить не так, как нужно. Кроме того, обращаем ваше внимание, некоторые энергетические вампиры будут обходить человека против часовой стрелки и будут касаться вас пальцем. Потом могут стать сзади вас. Для чего? Для того, чтобы забрать у вас жизненную энергию. Если, не дай бог, такое произошло, особенно это может произойти в какие-то великие праздники, вы стоите на службе, и вы находитесь в молитве, и в вот этот момент может проводиться такой обряд, то если вы вот увидели, что кто-то к вам прикоснулся, то в таком случае сразу же к человеку нужно прикоснуться левой рукой. То есть вы то, что и он вам пытался дать или забрать у вас, вы ему должны вернуть. Кроме того, как вы знаете, колдуны, ведьмы, они проводят очень много ритуалов, обрядов с помощью свечей. Бывает так, что вы стоите и, например, ставите свечу, молитесь, да, и к вам подходит женщина, такая вот миловидная, и просит поставить, просит вас, чтобы вы поставили свечу и выходили из церкви задом. Вот прямо вот так могут вам сказать. При этом бывает так, что вам такой человек говорит, и вы прямо, знаете, в первые секунды и думаете, ой, наверное, так надо и сделать, ну, такая женщина хорошая, или был какой-то при входе у вас с ней разговор, и вы должны понимать и то, что таким образом наводится порча, поэтому очень важно помнить, что в храме можно зажигать свечу от спичек, зажигалки, LED-лампадки, которая горит в центре. Но ни в коем случае нельзя поджигать от стоящих рядом, так как вы можете забрать на себя уже все проблемы. Также не стоит и разрешать другим поджигать от своей, иначе у вас могут забрать счастье. Многие пишут о том, что ой, бывает так, что лампадка, которая горит в центре, она не горит. Вы всегда берите с собой или спичку, или вы берите спички, или берите зажигалку, то есть ни от кого не зависите. Вы же знаете, что вы идете в храм, вы идете в церковь, и таким образом вы уже решаете многие вопросы в своей жизни. Не стоит на кого-то полагаться, помните об этом. И это очень важно осознавать. Просто бывает так, что вот лампадки, которые горят в центре, да, их специально кто-то тушит, ну, кто-то, мы понимаем, да, с вами, кто это делает, для того, чтобы быстрее совершить тот или иной обряд. Вы должны понимать, что те люди, которые находятся в храме, в церкви, тот же батюшка и его помощники, они не могут контролировать каждую деталь церкви, потому что батюшка, у него очень много задач каждый божий день. Вы должны об этом понимать. То есть это не просто человек, который просто читает молитвы, это как менеджер, как управленец. То есть у него очень много задач, потому что все-таки церковь — это... С одной стороны, это общественная организация, и люди также хотят общаться с батюшкой, да, кто-то просит дать совет, кто-то просит благословить, и кто-то просит посоветоваться и так далее, и так далее. Что же касательно еще свечи, то свечу за благо сначала нужно потушить, но не задуть после того, как сгорела большая половина свечи, а уже потом уходить. Обращаем ваше внимание. Если свеча уже потушена, а потом внезапно задымилась, гляньте обязательно в этот момент под ноги, потому что там может оказаться игла, которая может быть проклятая.
Также бывает так, что стоит свеча за здравие перед иконой, и вы молитесь. Вот этот момент вы должны обращать внимание, чтобы никто другой в этот момент не переставлял свечу. Нельзя, чтобы вашу свечу потушили или на место вашей свечи кто-то поставил другую свечу. Поэтому мы всегда просим, рекомендуем, смотрите, что вы делаете в храме или в церкви. Поэтому, как правило, если вы покупаете свечи, возьмите, купите в церкви, купите маленькие свечи, они быстро прогорают, а домой возьмите, например, одну большую или две большие. И дома вы также можете взять иконку, начать читать молитвы или читать какие-то, возможно, Библию саму, и это также будет все очень хорошо. Также, потому что вот именно таким образом, когда пытаются с иконами, когда пытаются со свечами переставлять, знаете, так пытаются навести порчу. Кроме того, бывает так, что вас могут толкать сзади в спину. И вы знаете, как правило, такой толчок, он бывает легкий, но, вы знаете, но весьма ощутимый. И вот таким образом передается достаточно сильная порча. Как правило, вот такой вот обряд делается в большие праздники, когда много людей, и другие люди думают, ой, ну кто-то толкается сзади, ну бывает, да. Поэтому, если все-таки такое произошло, если вас кто-то толкнули вас сзади в спину, то просто повернитесь, толкните этого человека легонько в плечо и скажите: «Твое дело в твое тело». И с этими словами вы моментально все возвратите человеку назад. Не думайте о том, что это неудобно, что это стыдно, что это нехорошо, некультурно. Вы должны понимать, что последствия придут, и после того вы будете потом еще разгребать и думать, а как вам от всего вот этого избавиться. Поэтому всегда вы должны обезопасить себя, свою семью. Это очень важно. И вы должны понимать, те, кто проводит обряды в церкви, в храме, им не важно, что у вас, как у вас и так далее. Поэтому, вы знаете, здесь даже проверяется человек на то, чтобы вы были закрыты от всего внешнего мира, когда особенно вы находитесь вот в таких вот святых местах. Далее, никогда не берите со стола в церкви продукты. Если вы видели стол, обычно, и на него люди сносят всевозможные продукты. И можно увидеть и масло, и хлеб, и муку, крупы какие-то. Их приносят на помин умерших. И вы видели, наверное, как люди забирают со стола в храме, где ставится за помин масло и хлеб. И вы знаете, вот именно такие продукты благополучно используются в ритуалах на смерть. Поэтому, если вы видите, что в церкви или в храме на вот там столе стоят продукты, а потом кто-то подошел и забирает их, то знаете, что этот человек забирает еду не потому, что у него кто-то голодает или что-либо, он просто совершает свой какой-то гадкий черный ритуал. И вы это заметите, например, очень часто, знаете, как бывает, например, вы принесли продукты, да, как правило, это оговаривается с батюшкой, потому что бывает так, что не все продукты церковь принимает, или батюшка просит, например, что не надо и так далее. Поэтому вы спросите, но, как правило, это мука, это подсолнечное масло, это какие-то крупы, это, возможно, какие-то консервы с овощами. И, возможно, например, вы принесли, поставили на канун и, знаете, посмотрели, пошли в церкви поставили свечи, видите, что вашего пакета нет. Или, наоборот, чужого нет. Обращаем ваше внимание, то считайте, что на этот пакет совершается какой-то не очень хороший ритуал. Также никогда ничего не давайте в церкви. Например, вас могут попросить, чтобы вы дали ручку, листик бумаги, свечу. Это категорически делать нельзя, иначе вы таким образом отдаете свое благополучие незнакомцу. Там, где заказывается 40 уст за здравие или пишутся какие-то записки, там, как правило, если вы обращали внимание, есть ручки. Вот этими ручками вы можете пользоваться. А вот если к вам подходят и просят, то ни в коем случае не давайте. Даже если у вас в руках есть своя ручка, объясните, что вы никому свое ничего не даете. Это нормально. Пожалуйста,
пожалуйста, не игнорируйте это правило, не бойтесь, очень многие стесняются, но вы знаете, когда потом на вас повесят всякие деструктивные программы, и потом вам придется еще это все разгребать, это все-таки печально. Далее, никогда не спрашивайте в церкви время. Вас могут спросить, например, сколько сейчас время. Хотя давайте вспомним о том, что мы с вами живем в том современном мире, когда у каждого человека есть как минимум один телефон. Мы не говорим уже о смарт-часах, мы не говорим о всевозможных безделушках, которые могут показать вам время и так далее, и так далее. Поэтому, когда вас спрашивают о времени, таким образом у вас пытаются забрать вот ваше время, вашу часть вашей жизни, укоротить вам жизнь. Поэтому здесь ни в коем случае нельзя делать. Далее, друзья, мы неоднократно с вами говорили о том, что вас могут попросить посчитать купола. Это, наверное, уже все об этом знают. Не хотим этому уделять много внимания. Просто знаете, если вам подходит бабулечка или дедулечка, или женщина в годах и просит посчитать купола, сразу уходите. Кроме того, никогда не берите в руки чужие свечи. Бывает такая ситуация. Вы стоите на богослужении, вас кто-то просит передать свечи или взять у кого-то свечи из рук и так далее. Или бывает так, что для того, чтобы поставить свечу, а вы стоите как бы ближе к иконе, да, и просят вас, чтобы вы поставили. Никогда этого не делайте, потому что таким образом могут переложить проблемы, горести другого человека, а вы можете это принять. Вот, друзья, это основные моменты, которые мы сегодня с вами хотели проговорить в этом видео. И надеемся, что эти советы и эти рекомендации, друзья, вам помогут в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Кто спрашивает, как нас можно отправить благодарность, друзья, ссылка есть в описании к этому видео. Благодарность вы можете выразить по ссылке, которая указана в описании к этому видео. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте видео на то, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.